Друзья, всем привет! Прошло 2 недели, а значит, пришло время поделиться с вами моими успехами в вышивке. Это и прогресс большой картины «Базарный день», и старт небольшого пасхального сюжета. Затем последует рубрика «История под вышивку». Совершая очередное путешествие во времени, мы окажемся в Скифии. Древние правители имели много хлопот с народом, который персы называли искузами, а греки – скифами. Скифия стала мощной централизованной державой, раскинувшейся от Дуная до Дона, включая Крым, в долголетнее правление Атея, самого известного скифского царя. Столицей царства Атея было Каменское городище на Днепре, возникшее в конце V века до нашей эры, как полагают некоторые исследователи. О скифах писал Геродот. Он был человек дотошный, чтобы проверить то, что о них рассказывали, даже съездил в Мульвию, греческую колонию недалеко от современной Одессы. Однако долгая жизнь и царствование Атея не особенно интересовали греческих авторов до тех пор, пока он не столкнулся с Филиппом Македонским, отцом Александра Великого. Несмотря на свой преклонный возраст 90 лет, Атей не только значился царем. Он участвовал в военных походах и сражениях, что свидетельствует о его необычайной физической выносливости и крепком здоровье. Рассмотрим сегодня, друзья, какое заманчивое предложение сделал Атей македонскому правителю, а затем передумал. Хитрость, гнев и планы македонца, сражение и разгром скифов, а также гибель Атея и ненайденное Филиппом богатство. То самое главное, зачем он пришел на скифскую землю. И, наконец, предположение о том, где же искать несметные сокровища скифского царя. Все это, друзья, и многое другое касаемо данной темы ждет нас во второй части видео. А сейчас вышивка. 14 марта 2025 года. И начинается новый вышивальный двухнедельный период. А вышивать мы будем прилавок Пегати. Румяные, сочные красные яблоки. И закончим бидончик. Теперь посмотрим на сложность этого участка. Какие красивые, сочные, зеленые. Пошли цвета, ну не только, конечно, сочные зеленые. Уже пятерки, шестерки пошли. Я даже не обратила внимания на количество единичек. Вот так привлекло мое внимание количество разнообразных цветов. Да. Ну что сказать. Самая крупная группировка будет состоять из 83 крестиков. Да. Вышивать будет весело, не заскучаешь. Вот так. Приступим. Так, за сегодня вышито 934 крестика. Да, вот так, друзья. Бетончик прирос хорошо. И вот если не знать, что здесь яблоки расположены, у меня такое ощущение, что это летающая тарелка. Да. Все, завтра продолжим. Итак, друзья, 16 марта. И я начала в этот день вышивать новую картину. Называется «Пасхальные радости». И начала я такого приятного, симпатичного кролика. Носик. Вот он, розовенький носик начал появляться. Готов красавчик один. Рыжик в нарциссах. Его можно отдельно и на открытку вышить. Интересный, как живой.
Все хорошо вышивается, интересно. Если бы, конечно, не стежки 1/4 крестика. Путаюсь пока, сложно, но ничего. Адаптируюсь, привыкну. Да, уже скучаю по базарному дню. С появлением солнечных теплых оттенков втянулась. Там, где друзья-четвертинки стыкуются и не перекрываются линией бэкстича, одну из них я превращаю в 3/4 крестика. Стараюсь сразу же прокладывать бэкстич по возможности, если вышит соседний участок. Незакрытые четвертушки еще то зрелище. Зато и то красивые. Главное, когда они идут подряд, один туда, другой сюда, туда-сюда, туда-сюда. Вот такое упражнение. Туда-сюда, туда-сюда. Называется стрельба глазами. А их здесь, видимо-невидимо. Не ошибиться. С непривычки надо быть особенно внимательным. Ух, красота какая! И это еще не везде бэк проложен. Какие яйца красивые, расписные. Просто чудо. І ось таке кроленя. Малятко. Маленьке звірятко. Проложила уже кое-где шов назад иголку. И результат мне нравится. Лента голубая. Такая объемная, как 3D. Корзинка, как настоящая, плетеная из лозы. Все очень красиво. Да, но яйца, украшения еще, конечно, предстоит обрабатывать, наносить узоры, готовиться к празднику. Преобразились яйца крашенки, писанки. Вот такое разнообразие, пестрота, яркость, красота, одним словом. Сейчас хочу вышить корзинку, в которой они находятся. Вот эта корзинка на схеме древесного цвета. И состоит она из вот таких вот символов. А по краям идут 1/4 крестика. Вот такие стежки. И их масса. Они переплетаются друг с другом. Все. Состоит она из раз, два, три, четыре, из 4 цветов. 4 оттенков коричневого цвета. И выглядит приятно. Так, корзина готова, и яйца в корзине тоже готовы. Украшены они, как видите, и бэкстичем, и французскими узелками. Цвета для них использованы необычные для меня, но результат интересный. Осталось вышить еще 2 яйца слева, черного бани справа и увенчать все это разнообразными цветами. А займусь я этим сразу после выхода этого видео. Сегодня 23 марта, а видео в пятницу планирую снимать 28-го. А на базарном дне, друзья, пока ни одного законченного участка. Все, бегу туда. Да, недалеко мне удалось убежать от кроликов. Перед сном решила еще посидеть с иголочкой. И вот результат. Еще одна писанка. Пасхальное яйцо с нанесенным орнаментом рисунком. Так, теперь точно все. На часах 00:20, глаза слипаются. Пора заканчивать. Так, 24 марта. Я возвращаюсь к базарному дню. Бегать надо срочно подсортировать, а то придут покупатели, а у нее пусто. А где? Все, красавчик, расторговалась. Вот на таком этапе я его оставила. Посмотрим,
сколько мне удастся вышить к пятнице. Какая красота получилась. Все, друзья, занимаем очередь. Кто крайний? Яблоки как настоящие. Спелые, сочные, ароматные получились. Можно сказать, молодильные. Они богаты витаминами и очень полезны для роста. Обожруся и помру молодой. На новом участке я продолжу вышивать бочку а-ля прилавок и цветную капусту захвачу часть. И, конечно, корзинку, в которой она находится. И уже традиционно, друзья, давайте посмотрим, сколько цветов, неимоверное количество ждет нас на этой выделенной области в 2500 крестиков. Вот такое разнообразие. Золотистые цвета – это корзина, бочка такая плетеная. Зеленая капуста, темно-коричневая тень. И корзина. Вот сколько цветов. Невероятное количество. Невероятное. Просто. И это мы с вами дошли до 20 крестиков. Одного символа. И самая масштабная группа крестиков будет состоять из 98 крестиков. Вот так. Как же сдержанно прокомментировать часто встречающуюся, подобно этой, россыпь на этом участке? Зачем же? Это же ведь очень и очень. Да. Да. Но нет. Так, за среду мне удалось вышить 621 крестик. Но, как видите, ситуацию они не прояснили. Будем двигаться дальше. За четверг мне удалось вышить 780 крестиков и подобраться уже к самой капусте. И тут закончился мой двухнедельный вышивальный период. Что ж, подведем итоги. Вышито уже 41% картины. В крестиках это составляет 142 060. За прошедший период мне удалось вышить 3880 крестиков. Да, друзья, все-таки хоть один участок, но готов полностью. И впереди еще нас ждут 204 390 крестиков. И да, готова почти половина пасхальных радостей. А это немало. Итак, достижения обозначены, результаты продемонстрированы, впечатления озвучены. Вот мы подошли с вами ко второй части видео. Спасибо, друзья, за ваши просмотры, подписку, лайки и комментарии. А сейчас настраиваемся на нужный лад и отправляемся в путешествие по древнему миру. Сокровища царя Тея. Древние правители имели много хлопот с народом, который персы называли искузами, а греки – скифами. Эти воинственные кочевники вытеснили из причерноморских степей киммерийцев. Они были наемниками медийских и ассирийских царей и воевали то на одной, то на другой стороне, успешно сражаясь с недавними союзниками. И если же в их услугах не нуждались, то скифы сами отправлялись воевать и грабить. И не потому, что они были коварными и вероломными. Просто они жили по своим законам, и никто им был не указ. В своих набегах скифы добрались и до Египта, до смерти напугав фараона Псаметиха, который откупился от них богатыми дарами. Во время войн со скифами погиб основатель персидской державы Кир.
Царь царей Дарий потерпел поражение не только от греков в Марафонской битве. В травянистых степях, простирающихся на север от Черного моря, поражение ему нанесли скифы. Дарию надоело, что отряды скифов, налетающие на резвых скакунах, постоянно угрожают его державе, и он решил уничтожить их в их собственном гнезде, а заодно ослабить своих основных врагов греков, лишив их зерна, которым их снабжали скифы. Выращивали его, конечно, не скифы, а покоренные ими племена южных степей. Дарий отправился по следам врага в тянущиеся без конца и края степи, но вступить в схватку с кочевниками ему никак не удавалось, ведь у скифов не было городов, которые надо было бы защищать. Свои жилые повозки с женщинами и детьми они отсылали глубоко в тыл, угоняли туда же большую часть своих стад, а все способные носить оружие мужчины скакали перед носом продвигающихся вглубь страны персов, но в схватку с ними не вступали. Чтобы замедлить продвижение неприятеля, скифы засыпали землей колодцы-источники, поджигали за собой пастбища, а между тем заманивали персов все дальше, иногда в качестве приманки, жертвуя одним-двумя стадами в надежде в конце концов изнурить персидскую армию и одолеть ее. Дарий чуть ли не в последнюю минуту, когда казалось, что персам уже пришел конец, сообразил, в чем дело, и приказал отступать. О скифах написал Геродот. Он был человек дотошный, и чтобы проверить то, что о них рассказывали, даже съездил в Ольвию, греческую колонию недалеко от современной Одессы. С тех пор почти все, что мы знаем о скифах, мы черпаем из истории Геродота. С самого раннего детства приучали скифы к степной кочевой жизни, чтобы потом можно было вынести все ее превратности. Часто они, прежде чем ходить, уже научались ездить верхом. Если не на коне, то на козле, за рога которого могли крепко держаться. Детей рано сажали на спину длинногривых, низкорослых степных лошадей. А когда они начинали привыкать передвигаться в мире не на двух слабых человеческих ногах, а на 4 сильных конских, им давали в руки лук. Даже ноги скифов принимали форму конских боков, а стрелять на скаку из лука они умели почти без промаха. Можно сказать, что скифы разучились ходить пешком, и, едва выйдя из кибитки, они сразу же вскакивали на коня. Табун обычно пасся в некотором отдалении, а жеребят привязывали около кибиток, чтобы женщины могли тут же доить кобылиц, приходящих кормить жеребят. Потому что все степные народы пили молоко кобылиц, а еще охотнее кумыс, кисловатый на вкус напиток из перебродившего кобыльего молока. Ели они также сделанное из этого молока масло и сыр, доили и овец, ведь кроме молочных продуктов и мяса они почти не ели ничего другого. Роды объединялись в племена, но каждое племя жило на своей территории размерами с небольшую страну разрозненно, и мужчины собирались вместе лишь тогда, когда их созывали на совет или в поход, а воевать им приходилось часто, то с другими степными племенами или союзами племен, то с народами стран, лежащих по соседству со степями, от Китая до Европы. Но чаще всего они сражались и убивали друг друга, чтобы завладеть пространством, более богатым водой, с более сочными пастбищами, особенно в засушливые годы. Ведь каждое племя хотело, чтобы от голода и жажды гибли овцы не его, а соседнего племени. Какой беспредельно широкой не была бы степь, она простиралась на 1000 километров, уже в первое тысячелетие до нашей эры в ней не было ни безлюдных мест, ни пастбищ, где не пасся бы скот. И как раз к этому времени, к 1000 году до нашей эры, стали высыхать и превращаться в пустыни такие большие степные пространства, как Такламакан и Гоби. Люди же из стада все умножались, так что степным племенам временами необходимо было уходить оттуда в другие края.
Одним из выходов из создавшегося положения был захват пастбищ соседей. Такие кровавые стычки перемололи много племен, оттеснили некоторые племена в северные бескрайние леса. Племена-победители часто объединяли оставшиеся степные народы в такие могущественные союзы, что уже могли не только совершать грабительские набеги на соседние земледельческие страны, но и вести захватнические войны. Это вновь и вновь возрождающееся степное бедствие держало в постоянном страхе многие народы. Способ ведения войны степных племен с самого начала был кровавым и жестоким. Геродот писал о скифах: когда скифский воин убьет своего первого врага, то пьет его кровь. Головы убитых в сражении врагов несет он своему царю. Получает свою часть добычи лишь тогда, когда покажет хотя бы одну голову, иначе не получит он ничего. Кожу с черепа скиф снимает таким образом, что надсекает ее около ушей, потом стягивает с черепа. Воловьим ребром он счищает с кожи мясо, а потом разминает ее до тех пор, пока она не станет мягкой, похожей на платок. Тогда скиф вешает ее на поводья и гордо возит с собой, потому что самым выдающимся считается тот воин, у кого больше всего платков из кожи. Союзы скифы скрепляли кровью. Вожди надрезали себе вену, собирали стекающую кровь в сосуд и по очереди пили из него. Измену, мятеж скифы считали смертным грехом. Если царь приказывал кого-нибудь убить, то не оставляли в живых не только сыновей этого человека, но и всех мужчин в семье. Не причиняли зла только женщинам. Благодаря этому скифы поддерживали в своих рядах такую дисциплину, что смогли противостоять самым сильным государствам своего времени. Но большинство степных племен исчезло, рассеялось так, что и следа от них не осталось, разве что в чревах степных курганов, насыпных могильных холмах. В скифскую эпоху существовал обычай хоронить знатных воинов вместе с любимыми слугами и лошадьми под огромными земляными насыпями. Но курганы не торопились раскрывать свои тайны. 2000 лет никто ничего не знал о скифах, кроме того, что о них рассказал Геродот. Но в начале XVIII века расследовались дела о грабежах древних курганов. Обнаруженные в курганах находки свидетельствовали о том, что степные народы не только были умелыми скотоводами, но и превосходными кузнецами, золотых дел мастерами, шорниками, изготовителями луков, плотниками, колесниками, гончарами, не говоря уже о пряхах, ткачихах, изготовительницах войлока, создававших шедевры рукоделия. Так начала создаваться коллекция скифского золота. Основная ее часть происходит из причерноморских степей, из так называемых царских курганов. Большинство царских курганов датируется IV веком до нашей эры. Богатство скифской аристократии ни до, ни после никогда не достигало таких размеров, как в это время. К IV веку до нашей эры относится и начало городской жизни в Скифии. Геродот отмечал, что в степной Скифии не было городов. Но в конце V века до нашей эры возникло Каменское городище на Днепре. Некоторые исследователи полагают, что это была столица царства Атея, самого известного, благодаря античной литературной традиции, скифского царя. Современная наука представляет Атея единоличным правителем, исполнителем задачи объединения Скифии под эгидой единой центральной власти, человеком, при котором развитие скифского государства достигло своего апогея. В долголетнее правление Атея Скифия стала мощной централизованной державой, раскинувшейся от Дуная до Дона, включая Крым. В этом государстве со столицей на Днепре существовала ярко выраженная социальная иерархия и четко организованный аппарат управления на всех уровнях власти.
Скифы эксплуатировали зависимых оседлых земледельцев и скотоводов-кочевников, имели собственное развитое производство, обширную торговлю, царскую монету, чеканенную в греческих городах. Осуществляя давние устремления скифов, Атей вел довольно успешные военные действия во Фракии, угрожая весьма удаленному от его владений Византию, и на равных вел себя с создателем македонской державы Филиппом, в битве с которым и нашел свою кончину в 339 году до нашей эры. Существует предположение о том, где искать несметные сокровища скифского царя. Один из персонажей, изображенных на верхнем ярусе знаменитой золотой пекторали из кургана «Толстая могила», указывает правой рукой на треугольный лоскут овечьей шкуры. При определенной доле фантазии в этом куске шкуры можно увидеть Крым, правда, так как его должны были видеть скифы вверх ногами. Так вот, перст правого скифа, как полагают некоторые исследователи, указывает на место, где спрятаны сокровища Атея. Дело за малым, осталось только их найти. Об Атее сохранилось сравнительно много сведений, но все они относятся к позднему времени. Приведенные в них факты и рассказы, как и монеты с его именем, породили в науке целый ряд гипотез и концепций, разногласий и сомнений. Имеются ли в действительности какие-то определенные источники, указывающие, что Атей царствовал над всеми скифами от Волги до Дуная, как считает современная наука? Опираясь в основном на короткую справку Страбона, Атей, воевавший с Филиппом, кажется, господствовал над большинством тамошних варваров, ученые по-разному определяют границы его царства. В настоящее время можно выделить три альтернативные точки зрения относительно того, каким именно скифским царством управлял Атей. Объединенный так называемой Великой Скифией, племенным объединением скифов на территории от Борисфена до Дуная или небольшим военно-политическим формированием в Добрудже. Кроме того, весьма важное вводное слово «кажется», которое Страбон поставил не случайно, а явно, потому что у него не было точных сведений о том, каким именно племенами управлял Атей. И так ли это было в действительности? В целом же не сохранилось ни одного свидетельства в письменных источниках, которое можно было бы связать с Атеем как царем Великой Скифии. В такой же мере вряд ли правомерно считать, что он, как один из величайших царей, был похоронен в кургане Чертомлык, а его сын с женой, дочерью боспорского царя, в кургане Агус. Одним из аргументов для доказательства определения погребенного царя приводится графита на донышке серебряного кубка, которая читается как имя Атей. Однако на дне этого сосуда прочерчен целый ряд других буквенных знаков и рисунок, что в совокупности следует трактовать как магические знаки, возможную связь с богиней забвения Атой, но уж никак не с Атеем. В античной литературной традиции Атей именуется царем, но только в сочинении Юстина, упомянутого о скифском царстве. Как ни странно, ни один из авторов не указывает его точное географическое расположение, хотя все, за исключением Страбона, размещали его в Нижнем Подунавье. Из письменных источников ясно, что у скифов существовала определенная государственная организация, во главе которой находился царь. Если во время войны с персидским царем Дарием у скифов еще сохранялся какой-то совет, то царь Атей во всех дошедших до нас документах действует единолично. Ни о каких его соправителях в трудах древних авторов не упоминается. Как сообщает Лукиан Самосадский, Атей погиб в сражении с Филиппом Македонским у реки Истр в возрасте более чем 90 лет. Дата битвы установлена благодаря упоминанию Юстина об осаде Византия, 339 год до нашей эры, и не вызывает разногласий у современных исследователей. Исходя из этих сведений, можно считать, что Атей родился в 30-е годы V века до нашей эры.
Однако долгая жизнь и царствование Атея не особенно интересовали греческих авторов до тех пор, пока он не столкнулся с Филиппом Македонским. Несмотря на свой преклонный возраст, Атей не только значился царем, но и участвовал в военных походах и сражениях, что свидетельствует о его необычайной физической выносливости и крепком здоровье, а также стремлении продемонстрировать все эти качества как перед собственным племенем, так и перед врагом. Несомненно, что в своем царстве он пользовался популярностью и уважением. Ему было 90 лет. И он все еще находился у власти и мог водить своих воинов в битвы. В такой ситуации можно было удержаться у власти в том случае, если в его окружении существовала значительная группа старейшин, поддерживавших его политику. Насколько в варварских объединениях было развито соперничество за власть между братьями и сыновьями, хорошо известно из новелл Геродота. Видимо, такого отношения к власти не было в царстве Атея, что можно объяснить отсутствием сильных претендентов на престол, силой его влияния, активностью действий, огромной популярностью и авторитетом среди всех подданных, решениями во внутренней и внешней политической деятельности, сохранением исконных обычаев предков. Литературные свидетельства лишь до некоторой степени позволяют раскрыть характерные черты его деятельности. Так, в нравственных изречениях Плутарха, где были записаны изречения царей, привлекают внимание высказывания Атея. Даже если они не в полной мере отражают реалии из жизни этого правителя, они интересны тем, что именно таким его представляли эллины, любившие размышлять над разными сентенциями. В одной из них, якобы взятой из письма Филиппу, Атей писал: «Ты властвуешь над македонцами, обученными воевать с людьми, а я над скифами, которые могут бороться и с голодом, и с жаждой». Здесь чувствуется явное противопоставление захватнической политики Филиппа и мирного сосуществования скифов со своими соседями, если те не предпринимали против них враждебных действий. И это на самом деле отвечает исторической правде. Согласуется с археологическими источниками и относительная бедность того скифского племени, которое базировалось в Подунавье, вытекающая из их умения бороться с голодом и жаждой. В таком же смысле можно понять и другие изречения Атея, например, свидетельствующие о его любви к лошадям. Так, пришедший к нему послу, он спросил, чистя коня, занимается ли этим Филипп. Древние авторы отмечали также особую хитрость Атея в проведении сражений с соседними племенами. Так, во время боя с трибалами он приказал женщинам, детям и всем остальным, кто не входил в число его воинов-всадников, подогнать к тылу врага ослов и быков, неся при этом поднятые копья. Одновременно пустил слух, что к нему на помощь идут отдаленные скифские племена. Трибалы испугались и отступили. Но если Атей был так могуществен, как об этом говорят многие современные историки, если он имел сильное многочисленное войско, то почему он не разгромил богатейшего в то время боспорского царя? Почему он только создавал видимость множества войска в борьбе с трибалами и опирался преимущественно на свою природную хитрость и мудрость? И почему он искал помощи, когда на него хотел идти войной истрианский правитель, который вряд ли имел более сильное войско, чем так называемая объединенная Великая Скифия? Атей во время войны с истрианами обратился за помощью к Филиппу II Македонскому, пообещав тому за это усыновить его и сделать, как ни странно, наследником скифского царства. Но поскольку истрианский царь внезапно умер, то Атей тут же передумал и отверг помощь Филиппа, передав ему, что вовсе не просил его помочь и не предлагал усыновления, так как наследник при жизни собственного сына ему вовсе не нужен. Возникает закономерный вопрос, почему Атей сделал такое предложение, а Филипп поверил ему, послав на помощь отряд своих воинов. Не могло быть, чтобы македонский правитель не знал, что на самом деле представляет собой царство Атея.
его семейство и окружение, а также лично сам царь, и если воспользовался столь заманчивым предложением и решил оказать военную помощь. Филиппу II в то время исполнилось 42 года, и по своему возрасту он вполне мог быть не только сыном, но и внуком Атея. В борьбе за создание Великой Македонии Филипп II использовал разнообразные методы, в том числе и достаточно хитроумные, как в случае с Атеем. Без всякой борьбы, лишь оказав подмогу путем усыновления, он надеялся присоединить к своей державе и скифские земли в Добрудже, что в итоге открыло бы для него прямой путь дальше, на северо-запад Балкан. Обращение же Атея к македонцу было вызвано, вероятно, какими-то экстраординарными событиями в жизни царя и подвластного ему племени. Может быть, страхом престарелого вождя на склоне жизни лишиться власти и стать подданным более молодого правителя. После того, как Атей отправил обратно военный отряд, присланный Филиппом для борьбы с истрианами, разгневанный македонец направил к нему своих послов с требованием покрыть хотя бы часть издержек по осаде Византия, которые ему никак не удавалось завоевать. Атей указал на суровый климат и скудость земли, которая не только не обогащает скифов наследственными имениями, но едва дает нужное для пропитания, ответил, что у него нет таких сокровищ, которыми можно было бы удовлетворить столь богатого царя, что, по его мнению, постыднее отделаться малым, чем отказать во всем, и что скифы ценятся не по богатствам, а по душевной доблести и телесной выносливости. В ответ Филипп, сняв осаду с Византия, отправился на войну со скифами. Посланные им послы уведомили Атея, что македонское войско движется к Истру, чтобы, согласно обету, установить статую Геракла, и Филипп просит свободного пропуска через его земли. Поняв хитрость македонца, скифский царь передал ему, что будет лучше, если привезут статую без сопровождения воинов. Он сам ее поставит, и она будет находиться здесь в целости и сохранности. В противном случае он не позволит македонскому войску нарушить границы его владений. А если Филипп посмеет поставить статую героя, то она будет переплавлена на наконечники стрел, как только он уйдет. Угроза Атея не изменила планов Филиппа, явно хорошо осведомленного о том, какими на самом деле военными силами обладает гордый скиф. В состоявшемся сражении скифы были побеждены. Македонцы разорили скифское царство, захватили в плен 20 тысяч женщин и детей, большое количество скота, а также 20 тысяч великолепных лошадей. Очевидно, все скифские воины были перебиты. Обычно Филипп очень жестоко расправлялся с противниками. Так, после победы в кровавой битве на Крокусовом поле в Фессалии в 352 году до нашей эры, он повелел всех захваченных в плен воинов, около 3000, утопить в море, а труп их правителя Аномарха распять. В бою против Филиппа Атей погиб. Как поступил с его телом македонец, никто из авторов не сообщает. Но самого главного, зачем пришел сюда Филипп, на скифской земле не оказалось. Он не смог увезти отсюда ни золота, ни серебра. Тем самым подтвердились слова Атея о бедности скифов, в том значении, как понимал богатство македонский царь, для которого оно выражалось во владении драгоценными металлами. Главной же гордостью скифского правителя были прекрасные лошади и земля, на которой обитали его соплеменники. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам было интересно. На сегодня у меня все. Всего вам доброго. Пока-пока.